Salut tout le monde! Comment allez-vous? Ça va? Сегодня я вам предлагаю новую прогулку по Парижу. И сегодня мы заглянем в парижские дворы. Парижские подворотни. Некоторые очень интересные. И еще зайдем в самую красивую церковь Парижа – Сен-Шапель. Ну что, пошли? On y va! Ну а начнем мы с вами наше знакомство с парижскими дворами вот здесь, в 6-м округе Парижа. Потому что я для себя открыла этот двор, совсем просто недавно. И думаю, что Париж вечный город, здесь ничего не меняется. Оказывается, меняется. Ну, вот сейчас я прохожу сквер, который находится прямо перед Бон-Марше. Бон-Марше – это самый старый торговый центр Парижа конца 19 века. Бон-Марше – это значит дешево. Действительно, он задумывался с дешевыми товарами когда-то, но сейчас это один из самых дорогих магазинов Парижа. Двор, который я вам сегодня предлагаю посмотреть, называют французы «Бо-пассажи», красивые пассажи. Место интересное, потому что объединяет и гастрономию, достаточно много ресторанов, искусство, природу и просто хорошее настроение. И разместился этот двор в сердце самого дорогого, самого шикарного 7-го округа Парижа, в сердце квартала Сен-Жермен-де-Пре. И хотя этот двор полностью пешеходный, не удивляйтесь, местные буржуа проезжают здесь на велосипеде. Здесь с правой стороны кафе. Как вкусно пахнет кофе. Надо вам сказать, что ароматы великолепные в этом кафе, но очередь, не хочется мне стоять в очереди. Но вот вам один из адресов. Хороший кофе. Ну, здесь же кушают, здесь же выгуливают собак, которые справляют нужду на местных газонах. Париж, что вы хотите? Эта скульптура называется «Мангуст из Буве» 2017 года из белого камня. Но за мангустом я вам сейчас покажу издалека, потому что парижане очень не любят, когда их снимают. Вот видите, Пьер Эрме наверху. Так вот, Пьер Эрме – это очень известный кондитер во Франции, и у него очень вкусный шоколад. И он открыл уже несколько кафе в Париже, в том числе и здесь, в этом дворике. А вот там какой-то ресторан симпатичный. Двор этот открыт был совсем недавно, 4 года тому назад, в 2018 году. Сюда можно прийти каждый день с 7 утра до 12 ночи. На ночь закрывают этот двор. И здесь разместилось огромное количество ресторанов, очень хороших гастрономических ресторанов. Поэтому не случайно этот двор Бо-пассажи считается местом высокой французской кухни, высокой гастрономии. В этом дворе, помимо ресторанов, кафе, магазинов, находятся еще и квартиры. Это жилой квартал. И построено здесь было 60 квартир от студии до 5-комнатных дюплексов. Стоимость квадратного метра в этом квартале в среднем 13 тысяч евро. Кстати, некоторые остроумные парижане называют вот этот двор образцом культурного Диснейленда в Париже. А вы что думаете? И смотрите, здесь же наверху находятся жилые квартиры.
Кстати, в этот двор можно пройти с разных улиц. Вот я зашла с улицы Бак. И давайте теперь посмотрим, а что у нас здесь, в этом направлении. Ну и вот этот ресторан Père Fils, отец-сын. Кажется, он пользуется спросом. Здесь бюргеры. И один бюргер называется Никита. Никита. С говядиной. Стоимость сколько? 17 евро. Ой, смотрите, как интересно оформлен другой вход сюда. Здесь у нас вход с улицы Гренель. Тот, кто уже в Париже захочет сюда прийти, вот Рю де Гренель. Вернусь в этот двор еще раз, но выйду в третий выход, потому что здесь 3 входа в этот дворик. Ну, здесь, видимо, очень неплохой ресторан, пользуется популярностью, достаточно много сидит французов. Стрит-фуд de la mer, уличная еда, дары моря. Poisson. Ресторан Street Food Marine был открыт шеф-поваром из Британии. Кстати, у этого шеф-повара уже есть один ресторан, и в том ресторане 2 мишленовские звезды. Ну, а здесь это вот такой классический стрит-фуд, но, естественно, с рыбными продуктами. Здесь свежайший тунец, например, здесь свежайший омар, здесь fish and chips. Ну, то есть вот классические стрит-фуды в этом ресторане можно попробовать. Ну и надо вам сказать, что в этих ресторанах цены весьма и весьма приемлемые. В среднем блюдо от 17 до 20 евро стоит. Ну, знаете, что порции большие в Париже, и достаточно иногда одного блюда или вот такого бюргера, как люди едят, и вы уже сыты. А выйду я совсем другой дорогой, то есть третий выход. И посмотрите, здесь еще одна современная скульптура отражается в зеркалах. И дальше я выхожу на бульвар Распай. И хочу вам показать еще один двор парижский, но уже на контрасте. Если двор, что мы посмотрели по пассажу, ему всего лишь 4 года, то вот этому двору 300 лет. Вот он, этот один из самых старых дворов Парижа, если можно, конечно. Хотя можно, конечно, двором назвать, потому что они закрываются, эти дворы, на ночь. И посмотрите, даже тротуар здесь неровный, из камня выложен. Кафе это называется Le Procop, открывает его предприимчивый итальянец Франческо Прокопье. Именно здесь парижане могли выпить впервые чашку кофе или горячий чай или шоколад. И, кстати, именно в это кафе приходили те, кто замышлял и устраивал революцию французскую в конце 18 века. И Робеспьер, и Марат, и Д'Антон. Ну, как они закончили, известно, на гильотине, кроме Марата. Марат его зарезала Шарлотта Корде в своем собственном доме в ванной. Но здесь бывал вот Бенджамин Франклин, здесь бывал генерал Бонапарт, ну и многие другие знаменитости. За 300 лет кого здесь только не было. Ну и вот эта мостовая, она полностью деформирована. Действительно, 17 век. Ну а ресторан, что был вот здесь напротив, он не пережил эти ковидовские времена, эти закрыт, пока неизвестно, продают, видимо, это все здание. Но за этими окнами скрываются старинные башни 12 века. Ну, если когда-то откроют, я вам тогда покажу. Ну и старинное бистро, брасserie, то есть пивнушка, это я уже объясняла вам, вы знаете. Старое, достаточно старое, начало 20 века было открыто это кафе в 1900 году. Выход из этого двора, один из выходов, это бульвар Сен-Жермен, куда мы сейчас с вами и выйдем.
Рядом с этим двором Кур Сент-Андре находится такой магазинчик сладостей. И здесь я вам хочу показать вот эти пирожные бретонские. Британь. Британь – это полуостров французский. Вот это очень вкусный куинь амане. И есть у меня в планах, кстати, съездить в Британь на несколько дней и посмотреть еще Мон-Сен-Мишель. Интересна вам эта тема? Если интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Интересно, что в этот двор Кур Сент-Андре можно также зайти с 3 сторон. С бульвара Сен-Жермен, вот с этой улицы Старой Комедии, и с улицы Святого Андрея. Я сейчас нахожусь на одной из самых старых улиц Парижа, называется улица Дофина. И вот здесь я нашла бар с устрицами. Смотрите, какие устрицы красивые. Посмотрите, какие шикарные устрицы. Мне предложили попробовать даже одну на выбор. Что сейчас я и сделаю. Сейчас я попробую эту устрицу. Ну вот хочу вам сказать, что я попробовала эту устрицу. Очень вкусная. Тем более сейчас сезон начинается у устриц. Если я все-таки доеду до Британии, до знаменитой деревни Канкале, которая славится своими устрицами, то я вам об этом более подробно расскажу. После того, как улицу отреставрировали, улицу Дофин, здесь открылась масса всяких интересных ресторанчиков. Вот, например, онигири. Знаете, что такое онигири? Японская кухня. Ну и пока я иду к острову Сите, давайте я вам еще один двор по дороге покажу. Вот сюда сейчас пройдем. Вот обычно эти дворики, они, знаете, такие оазисы зелени, тишины, спокоя. А этот дворик особенно хорош, потому что здесь еще и скрывается чайный салон. Первый раз вижу такое дерево. Слушайте, я не могу пройти мимо, чтобы это не снять. Это фиговое дерево, инжирное. Как будто на стволе этот инжир растет. А вот там плоды инжира. Ну, обычно в таких двориках это вот здесь работают сотрудники, видимо, какие-то офисы. И чайный салон, вот он прямо перед нами. Так что в Париже нужно проявлять любознательность и заглядывать в дворики. И всегда вы найдете что-то интересное. Смотрите, какой интересный здесь букет у них, икебана. Ну а закончим мы с вами нашу прогулку. Вот здесь, на острове Сите, я вам покажу эту знаменитую церковь Сент-Шапель, которая находится на территории вот этого дворца правосудия. А там дальше виден собор Парижской Богоматери в лесах, в реставрации. Вот она, церковь Сен-Шапель, прекрасный вид отсюда, находится на территории Дворца правосудия, но Дворец правосудия был построен в 19 веке на фундаментах Королевского дворца. И именно здесь, в 13 веке, в 12-13 веке жили французские короли. Не в Лувре, а здесь, на острове Сите. Ну вот здесь вход в эту церковь, в Сен-Шапель, видите, очередь стоит. Но здесь на самом деле две очереди. Одна очередь, люди заходят по каким-то своим проблемам во Дворец правосудия, а вторая очередь это в церковь Сен-Шапель. Это музей, он работает каждый день. Нужно купить билет заранее или стоять в очереди в кассе и купить билет. Церковь это строит по приказу короля Людовика IX. Он вошел в историю как святой Людовик. И вот эти витражи мы сейчас с вами и увидим. Идем в интерьер. Интерьер, смотрите, этой церкви. Знаменитейшие витражи 13 века. Сен-Шапель – это настоящее чудо света. Это драгоценный ларец из стекла и камня. Людовик IX, король, повелел построить Сен-Шапель для хранения святых реликвий страстей Господних. Реликвий, которых в церкви больше нет. Из многих реликвий, купленных Людовиком IX у императора Бодуэна II, наибольшую ценность представляли терновый венец и фрагмент подлинного креста Господня. Для реликвий был построен ларец из серебра и позолоченной меди длиной почти в 3 метра. Но во время французской революции этот ларец был расплавлен, реликвии были разграблены, сохранился терновый венец. До пожара этот терновый венец хранился в сокровищнице собора Парижской Богоматери. Церковь Сен-Шапель двухэтажная. Второй этаж или верхняя часовня предназначалась для короля и его семьи. Первый этаж
Нижняя часовня предназначалась для придворных. В верхней часовне, обратите внимание, стен нет вообще. Вместо стен застекленные поверхности, которые производят впечатление неземной легкости. И застекленная площадь составляет 670 квадратных метров. Сен-Шапель заслужила свою всемирную славу благодаря ансамблю витражей Верхней Церкви. Эти витражи состоят из 1113 фигуративных панно, причем 2/3 из них XIII века. Витражи иллюстрируют библейские тексты от Бытия до Апокалипсиса. И кроме того, витражи иллюстрируют и время правления святого Людовика и перенесение святых реликвий в Париж, в будущую церковь Сен-Шапель. Витражи этой часовни наиболее красивы в солнечные дни, когда цветные стекла пронизаны яркими лучами. Кстати, вам надо представить, что тогда, в средние века, при Людовике IX, пол был выложен белым мрамором. И вот сочетание цвета и света, радужные лучи на этом белом мраморном полу и на стенах создавали иллюзию волшебного, неземного и реального мира. Теологи приписывали витражам способность просветлять душу человека и удерживать его от зла. Бог – это свет, говорили теологи, и витражи – прекрасная иллюстрация к идее о божественной силе света. Витраж воспринимался восхищенными зрителями как окно в высший прекрасный мир. Он соединял земное и небесное, рождал в душе мечту о чем-то возвышенном. Надеюсь, что вам была интересна эта прогулка. Спасибо за ваши доброжелательные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. И, как всегда, до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!